Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я нарушу свой же принцип, я сравню наушники-вкладыши и наушники-затычки. Почему? Потому что по стоимости они плюс-минус одинаковые. Это AirPods 3, это FreeBuds прошные от OnePlus. Я фанат OnePlus, но это не влияет на мое мнение, я его периодически хейчу. Допустим, можете посмотреть топ-10 телефонов OnePlus по ссылке в правом верхнем углу, вы заметите, что никакого особо доброго отношения к этому бренду у меня нет. Плюс их часы тоже фантастичными не назвать. Но наушники, особенно последние реинкарнации Buds Z2, либо прошка, они топовые. В свете последних событий сейчас идет Черная пятница. Эта штука в США стоит в районе 10 тысяч рублей. Каким образом через Почтой.ком я все это дело покупал, я вам расскажу. В итоге там появилась какая-то супер-мега дешевая доставка за $11. Если у вас есть желание попробовать заморочиться без налогового штата, я сейчас поподробнее расскажу в течение 30 секунд. Если нет, также на Али их можно приобрести, но это выйдет дороже. OnePlus на Али стоят в районе 7-8 тысяч рублей. Это просто цвет, блеск, красота относительно затычек. Если не OnePlus, в ту же цену это Huawei FreeBuds Pro. С этой ноты не забываем о том, что в описании чертова туча розыгрышей. Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Я хочу начать сравнение несравнимого. Ну а теперь немного о том, как я все-таки это все дело покупал. Доставка из США выходит где-то от $11, и за 5 дней реально, чтобы это все дело прислали. Новые AirPods третьего поколения можете посмотреть по ссылке в описании к видео, сколько стоят на Амазоне. Благополучно, учитывая, что сейчас Черная пятница, AirPods 3 на данный момент около $169, 12,5 тысяч на Амазоне. Иногда появляются, иногда исчезают. Допустим, сегодня с утра они были, в обед их уже не было. В России цена в районе 16 тысяч. На Apple AirPods 2 стоимость примерно 8 тысяч рублей, и Apple Watch 3 все еще в наличии, даже во время того, как я выгружаю ролик, в рублях выйдут 8 тысяч, не считая доставки, но таможни, соответственно, до 200 евро в Россию, допустим, нет. Делается все просто, вы регистрируетесь на посреднике, это Почтой.ком. Они дают вам адрес, выбираете тариф Superfast, он от $11, около 900 и до полукилограмма по доставке. Самый быстрый тариф по доставке и со склада. По алгоритму регистрируйтесь на Почтой.ком, получаете свой адрес, покупки приходят на склад на ваш адрес, после этого указываете свой адрес и просто-напросто оплачиваете доставку. Из интересного еще Apple Watch 7 купил и, разумеется, еще купил Pixel 6, плюс ноутбук, но об этом я чуть позже расскажу. А теперь к обзору. 1038 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Еще раз, меня зовут Саня. Минимум 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов еще много. Читаем описание, какие сейчас актуальны. А сегодня я расскажу вам о наушниках AirPods третьего поколения и по ходу сравню их с OnePlus Buds Pro. И еще раз я помню, что я обычно так не делаю. Но мы же понимаем, что OnePlus Buds Pro это топовые наушники AirPods 3. Топовые, и неважно, где здесь складыши, где затычки, тем более многие не понимают, что в затычках звук лучше априори, низкие басы ярче априори, и микрофоны могут быть ничуть не хуже, чем в топовых яблоках. Распаковка. Коробка пришла из плотного белого картона, все спеки на английском, это по AirPods. Есть изображение наушников и логотип компании. В отличие от OnePlus Buds Pro, она не такая яркая и притягивающая к себе взгляд, что не является плохим, стиль у них такой. В комплекте AirPods входят наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки Lightning USB-C и документация на английском и китайском языках. Запах неприятный из коробки был, но не дурманящий. Летим дальше. AirPods поставляются, как всегда, в единственном белом глянцевом варианте корпуса. OnePlus Buds Pro продаются в двух цветах: глянцевый белый и матовый черный. Зарядный кейс AirPods изготовлен полностью из глянцевого пластика. Он качественный, все детали отлично состыкованы. Пластик скользкий, очень маркий, моментально собирает всю грязь. Форма прямоугольная с округленными углами, аналогично OnePlus Buds Pro. Но отличие в расположении крышки. Габариты AirPods составляют 54 на 46 на 21 мм, а вес кейса без наушников 37,8 грамма. В габаритах кейс Buds Pro больше, но не намного. Бокс AirPods в кармане не потеряешь, и места много не занимает. А еще за счет глянцевого скользкого пластика можно засунуть его в маленький карман, и именно с этим у кейса наушников OnePlus Buds Pro будут проблемы. Не запихаете вы его, так как пластик матовый и не скользящий, и более интересный в тактильных ощущениях. Мне он больше нравится на ощупь. На корпусе AirPods расположен разъем для зарядки
зарядки, функциональная кнопка и светодиодный индикатор. Люфт у крышки только в закрытом положении, аналогично у Buds Pro. Открыть одной рукой крышку бокса AirPods просто. Крышка в открытом положении и у AirPods, и у OnePlus фиксируется супер. Внутри кейса AirPods имеет исключительно два места под наушники, вертикально расположенные, в каждом из которых по два контакта для зарядки. Наушники в боксе не гуляют, в открытом положении нужно очень постараться, чтобы они вылетели. А у OnePlus вылетает все с легкостью, но только левый наушник. Хлопок при закрытии крышки у AirPods фирменный, бодрый, а у OnePlus глухой, но не режет по ушам. Емкость аккумулятора кейса AirPods 345 мАч, полный цикл зарядки занимает 45 минут, беспроводная зарядка есть у обоих девайсов. Наушники AirPods от кейса можно перезарядить полных 3 раза, а у OnePlus до 3 раз. Саморазряд у AirPods небольшой есть. Переходим к наушникам. Наушники AirPods изготовлены из белого глянцевого пластика, такого же скользкого, маркового, как и корпус. А корпус OnePlus наполовину матовый, а ножка глянцевая и маркая. Я про наушники. Естественно, самое главное отличие между этими ушами в том, что AirPods это вкладыши, а Buds Pro это затычки. Габариты каждого наушника AirPods составляют 31 на 19 на 16 мм по самым объемным частям. Ножка в размерах небольшая, 6 на 5 на 20 мм, а вес каждого наушника равен 5,2 грамма. По габаритам, что у AirPods, что у Buds Pro, они практически идентичные. Посадку в ухе сравнивать между ними странно, так что по типу они разные, но оба в целом сидят более чем комфортно. При длительной носке у AirPods уши незначительно устают, при хорошей физической активности комфортнее находиться в Buds Pro. Но если у OnePlus все решается сменой амбушюр, то у AirPods из коробки все будет зависеть от размера и формы ваших ушей. Выход звуковода у AirPods овальный, размер составляет 8 мм на 5,8 мм, а у Buds Pro форма аналогичная, но в размерах куда меньше, 7,7 на 5 мм. Размеры с выступом для фиксации амбушюр. На корпусе каждого наушника AirPods имеется панель управления сжатием ножки. Есть вентиляционное отверстие, маркировка left и right, сенсоры приближения, два контакта для зарядки, а вот микрофоны здесь сдвоены и спрятаны под корпусом. Из нажатий на борту пауза, воспроизведение, переключение треков, вызов голосового помощника. У Buds Pro помимо такого же функционала имеется еще и включение и выключение шумоподавления и режима прозрачности. И функция Zen Mode Air. Это воспроизведение успокаивающей музыки. У OnePlus в срабатывании нажатий все прекрасно, а вот у AirPods есть свои недостатки. Например, с паузы не воспроизводят музыку заново. Но это пока. AirPods оснащены чипом H1, драйверами с широкой амплитудой и усилением с широким динамическим диапазоном. А у OnePlus Buds оснащены 11-мм динамическими драйверами. Шумоподавление и режим прозрачности есть только в Buds Pro. Подробнее о том, как все это работает, у них я уже рассказал в обзоре по ссылке в правом верхнем углу. Заряд наушников в шторке сопряженных устройств виден у обоих девайсов, но если у Buds Pro не возникает проблем с отображением заряда в процентах в настройках в Bluetooth на Android, то в AirPods в принципе даже на iPhone его скрывают, и можно в процентах узнать только заряд в анимации при подключении исключительно на iPhone на данный момент. Хотя я уверен, что кто-нибудь напишет и для Android, чтобы появлялась анимация. У Buds Pro в принципе есть анимация только на устройствах OnePlus. По одному AirPods работают, но переподключаются с задержкой. К устройствам автоматически подключаются после открытия крышки кейса, мультипоинта у них нет, так же как и у Buds Pro. Сенсоры приближения AirPods работают прекрасно, практически моментально срабатывают, а у Buds Pro срабатывают с незначительной задержкой. По автономности AirPods отыграли 6 часов 24 минуты на 50% громкости по коду QAC, быстрая зарядка на борту за 5 минут набегает 20%, чего хватит вам на час воспроизведения за 15-40, и этих 40% хватит на 2 часа 30 минут воспроизведения на 50% громкости, опять же по AAC. Buds Pro отыграли с выключенным шумоподавлением на 50% громкости по кодеку AAC 6 часов 25 минут. Быстрая зарядка тоже есть, за 10 минут наушники заряжаются на 20%. Полный цикл зарядки AirPods занимает от 30 до 35 минут, заряжаются по времени каждый раз по-разному, но не больше указанного времени. OnePlus заряжаются полностью за 50 минут. Защита от пыли и брызг у AirPods официальная IPX4, и это не только у наушников, но и у кейса тоже, это круто. У Buds Pro защита у наушников IP55, а у бокса IPX4. Все наушники я отправлял в плавание, и с ними пока все отлично. Боксы купать не стал, так как с большой вероятностью все плохо закончится. Да и наушники я не советую вам так топить. Далее, для удобного использования Buds Pro есть приложение Hey Melody, доступно как на Android, так и на системах iOS. Подробнее о нем можно узнать в обзоре по ссылке в правом верхнем углу, а вот у AirPods доступны настройки только на устройствах Apple, в основных настройках во вкладке Bluetooth. Никаких дополнительных приложений нет. И через технику Apple нам доступно управление следующими функциями: автообнаружение уха, сенсоры приближения, автоматическое подключение к сопряженному устройству, пространственное аудио, выбор микрофонов, оптимизированная зарядка, сеть локатора для поиска потерянных наушников и информация о наушниках и обновлениях. По поводу пространственного аудио уже многие рассказывали, я думаю, и в моих обзорах это было. Эта фишка работает мало где, поэтому смысла о ней говорить нет. Также
теперь при длительном нажатии на ползунок громкости в быстром меню есть быстрый доступ к настройкам пространственного звучания. И также в настройках музыки можно настроить эквалайзером звучание, и уши на него откликаются прямо прекрасно. Bluetooth у AirPods версии 5.0, у Buds Pro 5.2. Из кодеков AirPods это только AAC, у Buds Pro SBC, AAC, LHDC. Через две стены не отваливались и фризов не было у обоих девайсов. Задержки на YouTube и в играх у AirPods минимальные, у Buds Pro на YouTube задержки незаметно. А в играх, если присматриваться, можно увидеть небольшое отставание звука от картинки. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны у AirPods отрабатывают хорошо, так же хорошо, как и у Buds Pro. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов AirPods 3 и в чем их особенность. Сейчас я разговариваю в шапке. В первую очередь то, что их реально купить в районе десятки. Понятно, для этого надо покупать либо на Тмоле, либо в США. Притом, наверное, лучше в США, потому что на Тмоле, если честно, я их не видел по таким ценам. В США они выходят где-то в десятку. Сейчас вы слышите примеры микрофонов, об этом я и так рассказывал. Но единственное, может быть, вы не запомнили, что там есть у них еще супербыстрая доставка, плюс она очень дешевая. Если я, допустим, покупал себе Pixel 6 Pro и отдавал $40, там можно было его по факту, по-моему, за $12 послать. Я просто решил максимально дорогой, максимально быстрой доставкой все это дело посылать. Что бы я хотел еще вообще про эти наушники сказать? Помимо того, что микрофоны надо протестировать еще и без шапки. И да, если у меня будет какой-нибудь менингит, я думаю, многие блогеры будут рады. Так же, как и некоторые зрители. Но в целом уши мне нравятся, если про наушники. Если вы любите вкладыши, первые или вторые AirPods можно уже забыть. Желательно переходить на эти, потому что все-таки и выглядят они поинтереснее, и в ушах они лично у меня поудобнее. Я даже не знаю, что вам советовать. Советовать всегда можно только одно в данных устройствах, ТВС-очках. Первое, посмотрите много обзоров. Второе, все, что вам понравится, вы идете и примеряете в магазине, вставляете в уши, смотрите, что оно не слетает, ничего. И после этого либо покупаете, либо нет. Единственное, сравнивайте цены. Насчет распродаж, они постоянно, что на Алишке, что в каких-то других магазинах. Тем более, можно попробовать еще взять это в США. Поэтому один простой совет, если вы яблочник, у вас особо нет выбора среди вкладышей. Звучание, разумеется, передается по-разному, так как у затычек более направленный звук, у вакуумных наушников всегда больше басов, да и в принципе источник ближе потребителю, правильно? Так вот, у AirPods много баса для вкладышей, звучание отличное, утрут они нос многим затычкам. Сцена широкая, инструментал четкий, звучание частот сбалансированное, только акцент на басе иногда мешает воспроизведению нижних, лично для меня. Притом они здесь все равно бас немногослойным сделали, как в Huawei FreeBuds 4. Громкости достаточно, но выше 80% начинается потихоньку собираться все в кучу, а конкретно каша. Еще раз повторяю, что запаса громкости более чем достаточно. Если выбирать по звуку, это не самые топовые вкладыши, самые топовые все равно все еще остались. Huawei FreeBuds 4, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, они значительно дешевле. С ними сравнивать я не стал, потому что там есть еще и активный шумодав. А вот по поводу затычек, если и брать в эту цену, точнее дешевле, наверное, на процентов 30, но логично, что не в России, то, наверное, я бы выбрал сейчас либо Huawei FreeBuds Pro, либо вот эти вот новенькие от OnePlus Buds Pro. Из минусов у яблока нет мультипоинта, скользкий марки кейс, нажатия не всегда срабатывают, проблема с зарядом левого наушника у меня исчезла, но испортила впечатление слегка. Не всегда равномерно заряжаются. Стоят AirPods в районе $134, по ссылке в описании к видео, а Buds Pro $135. Вначале я рассказал, каким образом я купил AirPods 3, если на Алишке тоже можете посмотреть в моем телеграм-канале. Ссылки, еще раз повторяюсь, все в описании. По поводу промокодов, сейчас идет Черная пятница, как в России, так и за рубежом, как на Амазоне, так в США, так и на Алишке у нас, на Тмоле, везде. Так что смотрим телегу, первая ссылка, в прикрепленном комментарии также. И смотрим, какие сейчас есть интересные предложения. Курс в рублях просел, но вы смотрите на доллары, чтобы себя так не расстраивать. В долларах все выгодно. Резюмирую, если выбирать из складышей Apple, то однозначно стоит брать эти. Они лучше, чем первые, вторые с ними даже
даже сравнивать нечего. В плане ценника, за который я их брал, однозначно это отличные наушники, великолепные вкладыши, еще и яблоко. Естественно, сказать, что лучше между затычками и вкладышами невозможно, но оба девайса равнозначно хороши для покупки и использования. Тут же нужно отталкиваться от личных предпочтений и ощущений. И еще раз повторяю, да, звучат затычки лучше, тем более такие. Сбалансирование, в них есть все. Во вкладышах всегда будут не те низкие частоты. Физика. Лучше всего, конечно же, полноразмерные, но это лирика. Не забываем подписываться с колоколом, ставьте лайк за труды, интересны ли вам такие обзоры. Уши Nothing уже на руках, думаю, через денек-другой сделаю на них полный обзор и сравню их с чем-нибудь тоже топовым. Девайсом обоим однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.